Говорят, что волки имеют великолепную память и действительно способны ориентироваться в последовательности разнообразных событий, в том числе и запоминают разнообразных людей. Эта история произошла на далекой деревенской ферме, где в коровнике работала женщина, а также был более пожилой и опытный скотник. Как-то однажды они заканчивали свою работу и, выйдя из коровников в поле, увидели, что прямо к ним направляется достаточно крупный волк. Понятное дело, что люди, которые занимаются скотоводством и имеют подобную профессию, не особенно располагают позитивным отношением к волкам. Тем не менее, в этот раз доярка посмотрела в сторону волка и, несмотря на скотника, который уже прибежал с ружьем и готов был нажать на курок, остановила его. Волк шел как-то странно, будто бы пробирался, то останавливаясь, то снова начиная шагать, а потом стало очевидно, что животное является раненым. Более того, что-то несет в своей пасти. Подойдя поближе, оказалось, что там была волчица, которая несла небольшого волчонка и, видимо, вышла к людям за помощью, так как сама была на последнем издыхании. Доярка взяла волчонка и пообещала волчице, что позаботится о нем. Понятное дело, что скотник отреагировал на этот вариант достаточно строго. «А если начальство узнает?» — сказал он, — «да и в целом это же волки. Нужно как-то понять, с каких пор ты вообще начала с волками разговаривать». Тем не менее, доярка решила, что этот вариант будет самым лучшим и начала понемногу откармливать волчонка. Сначала ему давали просто молоко с комбикормом. После этого скотник, который в итоге понял, что нужно, по возможности, заботиться о других живых существах, стал приносить из коровника кости и мясо. В итоге волчонок подрастал и становился с каждым годом все крупнее. Однажды он все-таки ушел в лес, но не забывал о людях, которые ему когда-то помогли. К примеру, когда доярка возвращалась к своему дому и ей перегородил дорогу насильник, который вот-вот готов был совершить свои омерзительные действия. Откуда-то появился этот волк и вцепился в него. Если бы не доярка, которая выкормила волчонка, он мог бы и дальше погнаться за этим негодяем и неизвестно, смог бы он уйти оттуда вообще. Помимо этого в дальнейшем, когда на деревню стала нападать стая волков и наносить достаточно существенный ущерб, люди не знали, как поступить. Волки и делали подкопы, разнообразные набеги. В общем, всячески мешали людям жить. Как бы ни старались охотники и другие люди выследить этих волков или каким-то другим способом от них избавиться, все эти методы не приносили никакого итога. Волки оказались невероятно шустры и слишком трудно было уследить за скотом. Так могло продолжаться и дальше. И было действительно трудно понять, каким образом продолжать вести хозяйство в таких условиях. Все-таки, если волчья стая действует эффективно, то здесь требуются более чем активные и грамотные меры против такого хищнического сообщества. Тем не менее, однажды люди увидели близ деревни на холме крупного и мощного волка, который будто бы оглядывал территорию. Он не боялся людей и, в отличие от других волков, не боялся показываться людям. Самое интересное, что, после того, как этот волк стал периодически появляться поблизости деревни, произошло нечто удивительное: все животные, включая домашних питомцев, стали спокойными и безмятежными. Никто не ожидал такого поворота событий, и местные жители были поражены этим необычным явлением. Волк, который получил прозвище «Хранитель», стал символом мира и гармонии в деревне. Люди начали приносить ему еду и воду, оставлять на холме подарки в знак благодарности за его присутствие. Хранитель, в свою очередь, не проявлял агрессии и даже подпускал людей к себе вплотную. Страх перед волками, который присутствовал в сердцах местных жителей, начал постепенно исчезать. Со временем люди заметили, что после встречи с Хранителем их жизнь меняется к лучшему. Болезни и несчастья исчезали, а семейные узы становились крепче. Волк стал символом силы, мудрости и защиты, и местные жители считали его своим ангелом-хранителем. Слухи о хранителе распространились далеко за пределы деревни. Люди со всех уголков страны приезжали, чтобы увидеть этого необычного волка и получить его благословение. Многие считали, что он обладает особыми магическими способностями и может исполнить желания. Деревня превратилась в популярное паломническое место, привлекающее туристов со всего мира. Хранитель стал символом единения и мира, и его изображение стало украшением сувениров и атрибутикой деревни. Люди приходили сюда, чтобы найти внутренний покой и надежду на лучшую жизнь. Но самое удивительное произошло с самой деревней. Благодаря Хранителю она преобразилась и процветала.
Новые дома и улучшенная инфраструктура появились повсюду, а жители стали более дружелюбными и солидарными. Волк, который прежде вызывал страх и тревогу, стал источником вдохновения и силы для всего сообщества. Таким образом, появление хранителя в деревне привело к неожиданному и благоприятному изменению жизни местных жителей. Он стал символом надежды и преображения, объединив людей и привнесший в их жизнь мир и гармонию. Вот такая удивительная история. А что вы думаете по поводу данной истории? Делитесь своим мнением в комментариях.